Почти целый месяц велись поиски 25-летней студентки Лизы, которая потерялась в диких лесах Алабамы. Когда надежды почти ни у кого уже не осталось, девушку обнаружили, не сказать, чтобы невредимую, но живую. Как она смогла выжить 28 дней в глухом лесу, полном диких зверей и ядовитых животных, остается загадкой. Местные полицейские называют это не иначе, как чудом. Девушку обнаружила Джуди Гарнер, которая ехала по своим делам по шоссе в субботний вечер, когда вдруг краем глаза заметила кого-то в глубине леса. Джуди сначала подумала, что это какое-то дикое животное, может олень, но что-то все-таки заставило ее остановить свой автомобиль и выйти посмотреть поближе. Каково же было ее удивление, когда вместо оленя Джуди увидела обнаженную девушку. Ее состояние было довольно плачевным, вся кожа была в царапинах и укусах, волосы запутались, превратившись в огромную грязную копну. Судя по фигуре, девушка явно была истощена, да и морально также ей было тяжело. Незнакомка плакала и умоляла не оставлять ее здесь, в лесу. «Меня начало трясти», — вспоминает Джуди. «Я сама заплакала, а потом испугалась. Я не знала, что мне делать, как поступить в этой ситуации. Я попросила девушку остаться на месте, сказала, что принесу ей немного воды из машины. А когда я подошла к автомобилю, я позвонила в полицию и рассказала им, что нашла у дороги девушку. Пострадавшей оказалась Лиза Террис, которая пропала за 3 недели до этого дня. Девушка потерялась 23 июля, убежав в лес от 2 мужчин, с которыми она была в тот день. Менли и Рэндалл были арестованы через 2 недели после исчезновения Лизы, и именно от них полиция узнала, где нужно искать девушку. Согласно их истории, они втроем ехали на грузовике к домику лесника. Мужчины ворвались в домик и украли имущество общей сложностью на сумму в $50 тысяч. Во время допроса оба мужчины сказали, что Лизы с ними в тот момент не было, так как, узнав об их планах, она разозлилась и испугалась, выскочила из автомобиля и просто убежала от них в глушу леса. По крайней мере, так звучала одна из версий. Когда им сказали, что выжить 2 недели в местных лесах невозможно, они стали обвинять друг друга в убийстве, и один из них даже сказал, что видел, как второй выстрелил Лизе в голову и сбросил тело в заводь. Полицейские несколько дней исследовали собаками берега водоема, водолазы исследовали дно, но ничего не нашли. Так как девушка совершенно не знакома с местностью, неудивительно, что она очень быстро заблудилась, местные леса очень густые, в них мало тропинок, зато много диких животных. Полицейские подозревают, что девушка большую часть времени ходила кругами, как это часто бывает с людьми, которые не знают, как вести себя в лесу. Но что самое поразительное, это тот факт, что она вообще выжила. Алабама известна огромным количеством ядовитых змей и пауков. В этих лесах даже водятся ядовитые гусеницы и муравьи. Кроме того, в этой местности нет рек, а значит и нет доступа к питьевой воде. Именно поэтому для полицейских было шоком обнаружить девушку живой после 3 недель. Я делаю свою работу уже 15 лет, и я еще ни разу не видел ничего подобного, рассказывает сержант Чад Фолкнер, служащий в местном округе. Ее сила воли, стремление выжить просто невероятны. Мне не нравится употреблять слово «чудо», но иначе, кроме как чудом, это не назовешь. После того, как к машине Джуди подъехала полицейская машина и забрала девушку, Лизу доставили в ближайшую больницу, но довольно скоро отпустили ее к семье. Доктора уверяют, что ни одно из ранений или укусов на теле Лизы не угрожает ее жизни, но общее состояние, конечно, оставляет желать лучшего. Особенно ее моральное состояние. Судя по всему, за эти 3 недели Лиза похудела на 22 килограмма, так как все это время она питалась только ягодами, листьями, грибами и пила грязную воду из луж. Она очень истощена, ослаблена, ей больно, рассказывает сестра Лизы. На ней не осталось ни 1 сантиметра, на котором бы не было царапин или укусов. Но она держится, шутит как всегда, добавляет брат Лизы. Хотя мы все понимаем, что следующие недели будут очень тяжелыми. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.